Часто ли бывают на Евровидении рок или даже метал-группы? Да на самом деле часто. Из моих любимчиков могу вспомнить группу Манга из Турции 2010. Я тогда почему-то подумала, что они из Японии. Хотя, что Японии делать на Евровидении? Ну Австралия же участвует. Они тогда, между прочим, заняли 2-е место, и я помню, что прям дико бесилась, когда узнала, что выиграла Лена из Германии. Ладно, едем дальше. В 2016-м были крутенькие киприоты Minus One. В финале заняли лишь 21 место. В 2018-м отвязные юные венгры Aviash. Кстати, они мне зашли не сразу, а лишь потом. Пятое место в финале. В 2021-м очешуенные финны Blind Channel. Вот прям с первой секунды в сердечко. Топ просто. До сих пор горюю, что отменилось их участие в Тамане и Сольник в Москве. 6-е место в финале. Ну и в этом году Германия отправляет Lord of the Lost. Легенд на минуточку. А пройдут ли они в финал, и если да, какое место там займут, узнаем в мае. Кстати, о легендах. В прошлом же году от финки были Rasmus. И, боже, я люблю их песни. И даже евровизионная сильно после финала у меня заела, и я теперь обожаю ее напевать. Но, блин, меня так выбесило, что они взяли женщину эту в группу. И в целом, как Лаури спел вживую конкурсную песню. Так что искренне хотела не касаться и оставить за кадром, но... Кстати, если вы смотрите это видео не на самом YouTube, а на сторонних ресурсах, не будьте ленивыми жопками и перейдите, пожалуйста, на YouTube. Мне это поможет в развитии. Возвращаемся. На Aviash, Blind Channel и Lord of the Lost хотелось бы остановиться отдельно в контексте участия конкурсантов с Евровидения в одном из крупнейших и известнейших метал-фестивалей Wacken Open Air в Германии. Кстати, еще один рок-номер вспомнила. Красавчик Вейлон из Нидерландов. 12 место в финале. Помните, в 2014 году был милейший дуэт The Common Linnets, где парень и девушка играли на гитарах и всю песню смотрели друг на друга. Их тогда оставили за бортом фанаты Мужика Бабы, чему я обесилась, кстати, не меньше, чем победе Лены в 2010-м. Так вот, Вейлон — это участник того дуэта, и теперь он вернулся на Евровидение сольно, с более роковой композицией, в угарном леопардовом пальто, но по сравнению с Aviash оказался недостаточно метальным, чтобы удостоиться поддержки Вакена. Хотя я там и рэп-кор группы наблюдала. А вот венгров немцы дико поддержали. Постоянно постили о них в Твиттере и других соцсетках. И после конкурса пригласили их даже выступить на самом фестивале на одной из малых сцен в довольно-таки хедлайнерское время. Blind Channel тоже после Евровидения раскачали Wacken, но, в отличие от венгров, с главной сцены. Вы только посмотрите, сколько народу! Блин, я вот вроде уже перестала туда ездить, но на них хотела бы там побывать. Однако это не все, что связывает финнов и немцев. В далеком 2014 году, созданная всего год назад, молодая финская группа Blind Channel представляла свою страну на эдаком метал-евровидении. Точнее, метал-ворлд-видении. Я имею в виду конкурс молодых групп Wacken Metal Battle. Это конкурс, на котором каждая страна представляет свою лучшую, неизвестную пока группу на суд бородатых металюк. Вы только посмотрите, какие они тут юные и просто лапушки, ну прям Джастины Биберы от рока. Сердечки в глазах.
Ну, а теперь к тяжелой артиллерии. Lord of the Lost. Я их не слушаю, но имя в среде крайне известное, поэтому, думаю, их уже можно называть легендами. Группа основана в 2007 году, за это время сменила несколько гитаристов и барабанщиков, выпустила кучу альбомов и синглов, с каждым диском улучшает свои позиции в чартах и вот теперь едет на Евро. На Вакине они выступали уже дважды. В 2010 году на Wakinger Stage с часовым сетом и в 2015 там же, судя по видосам, которые я нашла на YouTube. В этом году после Евровидения они вернутся на Holy Metal Land. Но сцена, время и длительность сета еще неизвестны. Вообще, очень круто, что многие страны не боятся отправлять на преимущественно попсовый конкурс неформатные номера. В 2016-м, например, на национальном отборе в Германии участвовала метал-опера «Авантазия». У финнов и венгров постоянно там рокеры трутся. Ну и в конце концов, как мы знаем по истории итальянцев Måneskin, на главном песенном конкурсе рок-группы иногда может быть очень даже в кассу. Если я забыла рассказать о каких-то крутых рокерах с Евровидения, обязательно напиши об этом в комментах. Не забудь поставить лайк этому видео и непременно расскажи о нем друзьям. Будем смотреть Евро вместе! Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente